Любителям привлекать поцелуи привет, остальным мой рутуб канал, где уже вышло видео по ржачному аниме. Смешно, жесть. Все переходим, смотрим, теперь можно и за новиночку взяться. Поехали! Куда поехали, если у тебя паскуда нос заложен? Что ты такое говоришь? Почему каждый раз, когда я хочу что-то озвучить, у меня заложен нос, убито горло? Ладно, ребята, давайте плакать не будем. Рот за дрим, знаете, мотивацию. Вот вам немножечко. Запомните главное. Ты сдашь ЕГЭ! Ладно, все, замотивировал, жесть. Знаете, ГГ, ну тупая, жрет за счет других, нахлебничает, одним словом бомж. Но при этом молодой зарубает нереальные деньги. Как? Почему? Все просто. Есть, значит, искусственный остров где-то в Тихом океане, вне юрисдикции какой-либо страны, и на нем ведется добыча нового энергетического ресурса, аргониума. Все бы хорошо, круто и классно, но он привлекает демонов, таких вот смешных кулебяк, которые в свободное время нападают на город. Для противодействия опасным пакостям существуют частные военные компании. По воле судьбы главный герой Шу управляет собственной конторой, но из-за отсутствия финансовой грамотности он постоянно доедает рис без соли. Также регулярно угождает смертельные перипетии. Казалось бы, молодому самое место в канаве, на обочине жизни, но нет, на помощь в трудный час всегда придет любимая девушка по имени Кисара, либо другая любимая девушка Аяна Югири, либо еще одна любимая девушка Шарон Холлигрейл. Хихи Шарон. Как вы поняли, у мальчика с отношениями все сложно, но об этом позже, ведь розоволосая бежит домой к горемычному. Шу, представляете, живет в забитой однушке без света и отопления. Точнее, приходит поспать, ведь в остальное время он сидит на шее своей бывшей, Аяна Югири. Девушка вообще себя не ценит, нахлебника кормит, работу предлагает, одним словом слабая. Тремя жена дома ждет. Пока. А там, да, злая, голодная, холодная, старалась, пыхтела, строчила капусту, лишь бы накормить любимого. Кто же знал, что Шу настоящая скотина? Ладно, зря я краски сгущаю, муженек поел, покушал, после плотного пошибила Винстона. И принялся тратить честно заработанные шекели Кисары на всякую всячину. И то фатальная депрессия, денег нет, месяц только начался, выход только один, на небеса. Осуждаю. Ситуация вообще не смешная, а наоборот жизненная. Ладно, чипсы. Не стоит печалиться, там, представляете, конференция в зуме. На повестке дня очередной демонюга. К слову, выдача заказов происходит смешно и по-рыночному. Кто меньше предложит, тот и забирает работу. Шу предложил 38 тысяч, в то время как остальные работяги в районе 120. Крутой, всех раскидал, порешал. Жаль, 80% суммы уйдет на помощь хилпот подружки бывшей, подрабатывающей в ЧВК матери. К слову, толку от нее мало. Демонюга реально сильный оказался. Стреляет, пыхает, рычит, дерется, ко всему прочему регенерирует. Как хорошо, что Кисара уже тут на месте. Она, представляете, тоже невероятно сильная демонюга А-класса, работающая на силе любви главного героя. Простите, вру, розоволосая черпает ультимативные способности из воспоминаний Горемычного. Зачем целоваться? Неясно, непонятно. Кринж. И еще больше кринж разборки между бывшей и нынешней в полусражения. Но это я скипну, пропущу и, конечно, не одобрю. Главное, вражину поделили, жаль, задание не сохранили. Значит, ГГ своих тугриков не увидеть, ведь на собрании японским языком было сказано: строение ломать нельзя. К слову, потеря денег прошла не без последствий. Теперь наш Горемыков в слезах и соплях смотрит на свою бывшую в спортзале, попутно вымаливая местечко в компании ее матери. Готов на все, даже пол мести, только дайте денег. Хорошо, без проблем, казалось бы, радость и счастье, но нет, очередной нагоняй. А Яна подписана на Кисару, а там, да, компромат. Спросите, почему я это не скипнул? Потому что... Ура! Работа! Шу предстоит защищать самого мэра города от демонической гнили на предстоящем банкете. Казалось бы, все просто, ходи, патрулируй, залазь в каждый угол и устрани демонюгу, но нет. Надо было появиться отличному человеку из ребят, которых трогать не надо. И вообще не отличные люди, я был неправ, простите. Радик на АЭМа. Хи-хи-хи. Зовут лысого Майлз. Он, значит, когда-то давно, после кончины отца Шу, принял в семью нашего сироту Горемычного. Но так, к слову, чтобы вы знали, инфа во время перекура такая. Демон, которого пасут наши герои, просто пешка, появившийся после сделки с неким представителем чудищ. Враг получил свои силы от более мощной гнили, а нужны такие мелкие диверсии для того, чтобы потихоньку, помаленьку ослабить глупых и неприятных людей. В будущем вообще начнется жесть и бесконечная резня. Нужно быть готовыми. За предостережение спасибо! Но цель миссии не ждет, зверюга уже за спиной мэра. Караул! Благо Кисара вовремя подскочила и вражину поделила. Хотел бы я сказать, но нет, герои будут мутузить бедного чертика еще 10 минут, пока не поступит приказ о том, что вертлявую пакость надо пленить и ни в коем случае не делить. К слову, демон оказался разумным. Мужик выражает оппозицию. Говорит, на плавучем острове все плохо, мечты рушатся, люди прогорают, выгорают. И вообще, как можно быть с ними заодно, если судьбу отца, сестры и матери скрыли, убрали и спрятали? Одним словом, ладно.
в школе расскажешь. Заказ успешно выполнен. К сожалению, вопрос, откуда тварь знал про судьбу семьи Шу, остается открытым. Из этой серии мы узнали, что у главного героя есть мотивация. Месть и жажда правды об откисании родных кровинушек. Но главное, что Горемычного мучают кошмары с младшей сестрой Канной. Бедняжка кричит, плачет, зовет брата на помощь. Печально. Еще печальней диверсия на электростанции. Некий шпион выкрал секретную островную технологию. Я бы вот сюда вставил анекдот про шпиона, но, к сожалению, ворюга заключил контракт с демоном и превратился в невероятных размеров гусеницу, устранять которую поручили не нашим Горемычным. Значит, можно отдохнуть, спать, чилить. Ладно. Шу будет сидеть на крыше и хихикать, потому что лохи без имбовой демонессы вообще ничего не могут. Подкол засчитан, контракт выслан, пора зарядить Кисару воспоминаниями об отношениях с Аяна. Все ради того, чтобы докопаться до правды о гибели семьи. 5 минут назад. Синеволосый, значит, сидела в парке с Горемычным и удивлялась, откуда ГГ столько знает о демоне, твари и паскуде, если аукцион еще не состоялся. Значит, среди чиновников имеется крыса, использующая дуэт кринжовников в своих корыстных целях. А Шу, понимаете, и не против. Молодой считает, что с каждым устраненным он приближается к разгадке таинственной гибели своих родителей. За такие выводы можно сказать спасибо чудной способности Кисары. Молодая может читать мысли поверженных тварин. Но обо всем этом позже, когда-нибудь потом. И вообще тайтл не про какие-то там подковерные интриги, а про тупорылый фан-сервис с тонной похожих друг на друга женщин, помешанных на нашем невероятно бедном Горемычном, который вертит ими как захочет. Типа Ягами Лайт, Стратег, Лелуш, цель оправдывает средства, типа лирика, трагедия. А стоит ли месть того? Короче, кринж. За которым сразу следует очередная вездесущая резня от Аяна. На месте демонюги оказался, представляете, добрейший спортсмен из парка, которого показывали в прошлой серии. Кадры с ним я не вставлю. Впадлу искать. Хи-хи. Факт, что в чудесных перевоплощениях также замешан второй бегун. Посему очередное собрание в парке. Не без кринжа, конечно, но вам очень повезло. Я умею скипать фансервисные моменты. Ладно, на самом же деле вы получаете еще больше воды и мусорной информации. Вот вы знали, что у меня красивая клавиатура? Нет, не знали, теперь знаете. Еще знаете, что поделенного одержимого фатально и окончательно перемножили прямо в больнице родные мафиозные товарищи. Зачем? Чтобы меньше болтал. Зато Аяна безумолку городит обвинения в гнилости Шу. Бывшая все никак не может смириться с развалом отношений. Посему прямо посреди расследований и рабочих планов поминает прошлое, которое Шу никак не вспомнит. Спасибо Кисари, которая, к слову, успокаивает голубоглазую принцесску. Мол, ГГ на самом деле неплохой, а розоволосая вообще гниль, пожирает его прошлое и все такое. А! Стрела! Блин, это было больно. Что ж было написано в примечании к снаряду? Загадка. Главное, что случилась очередная резня, на которую Шу, как обычно, прилетел одним из первых. Там, представляете, девушка того больного чела не простила бывших друзей-мафиозников. Муженька-то жалко. Ну и поделила всех без остатка, судя по виду, одержимо. Из отражений выпрыгивает, скачет, режет, одним словом, Мария. Вот и героям все стало понятно. Ну, про девушку того самого больничного чела. Молодая не простила бывших друзей-мафиозников. Муженька-то жалко. Ну и поделила всех без остатка. Судя по виду, одержимая. Вот я и загнал вас в рекурсию. Типа зеркала, отражения. Поняли? Вот и Аяна не поняла. Помянем бедняжку скипнутыми диалогами о трагичности и лиричности судьбы Шу. Мол, у молодого без прошлого не будет и будущего. Молодой в один момент возьмет да овощнется. Нельзя же так, понимаете? Нельзя. Из важного, Аяна смогла пережить нападение разгневанной Марии не без помощи демонессы, но все же. После такого количества экшена просто необходима передышка в виде молодого и красивого следователя, задающего Шу неудобные вопросы по части источников информации. Откуда и как Горемыка получает свежие новости про демонов? Ответ: убил. Не знает, вообще без понятия, но инфу получает. Посему решено, нужно сотрудничать и вместе пытаться разузнать правду о кончине семейства молодого. Что же случилось в шахте Аргуниума 12 лет назад и почему всех собак спустили на отца Шу, вы узнаете в программе «Следствие вели». Ставь лайк, если смотрел в детстве Каневского и вырос шизофреником, делающим обзоры на аниме. Короче, по плану арбузерства информатора всеми доступными методами. Насчет красоты следователя я не шутил. Кисара вдохновилась таким чувственным диалогом и нарисовала яой мангу. Умница. Ура! Ура! Поступила инфа про того самого второго бегуна. Поздравим мертвым подозреваемым. Майлз с пиджаком не успели. Убийца очень, кстати, оставил подсказку на стене. Мол, остался последний. Если точнее, то последняя. Аяна чилит на складе, лежит, наслаждается жизнью, подтягивает соки. Благодать. Почему на складе? Ну типа стекол нет, отражений тоже. Той безумной
женщине с ножами неоткуда вылезти. Единственное место спавна — глаза посторонних. И тут, как назло, вылез Шо. Да как он посмел просто прийти, чтобы похвастаться очередным выигранным аукционом? Какой негодяй. Дело-то серьезное, но все недовольство сошло на нет после невероятной аниме-теории о том, что Канна жива. Сестра снится Горемыке каждую ночь, кричит, зовет на помощь, ужас. К слову, Аяна первая, кто узнал о кошмариках КГ. Посему можно и заняться потолочными делами, типа романтика. На самом же деле синеволосая попросту использовала Горемыку. Не, ну а чё, все равно все забудет. Шу тоже молодец, переспал с незнакомой девкой. Реально, ребята крутые. Ну, в смысле, придурок на ГГ потерял достаточное количество воспоминаний о совместной жизни и прочем, поэтому да, Аяна на уровне знакомой, ну, по крайней мере, мне так кажется. А я всегда прав. Мне так мама говорит. К счастью, после осуждаемых до свадебных действий вылезла та самая женщина с лезвиями. А с ней злая Кисара, недовольная произошедшим, посему слезы, крики, ревность, приватизация воспоминаний 10-минутной давности. И таки да, победа над демонюгой. Ура! Поздравлять не будем, тут, понимаете, не до смеха. Второго спортсмена поделила вовсе не поверженное бестие, а кто-то третий. Поэтому да, все сложно и запутанно. Далее по плану бытовуха, обижульки от Кисары и все тому прочее. Из важного, очная встреча с информатором, предоставившим видеозапись с какой-то безумной монашкой, ломающей бедняк на охотниках. Зачем это? Непонятно. Ладно, всем все ясно, ГГ просто не помнит, кто это, а тут все просто. Терминатора в рясе зовут Шарон Холлигрейл, и она из церкви Сейтен. Шизы на добровольных началах охотится на демонов по всему миру. В этот раз целью стала Кисара. А вот монашка и бесится, ходит, ломает все и вся, попутно допрашивая близких демонессе людей. Под раздачу попало даже семейство Югири. Собственно, от них и стало ясно, где скрывается розоволосое недоразумение. Спасибо социальным сетям и телефону Аяна. Жаль, монашка первым нашла Шу, который знать ее не знает, но судя по рассказам Шарон, ребятки занимались всяким непристойным калом. Каким? Доставали Кисару из камня. Но там история немного сложнее, посему об этом позже. Пока стоит думать только о предстоящей резне между дамами сердца. К сожалению, дуэли не вышло. Синеволосая совершенно внезапно появилась в переулке, а численный перевес не контрится, поэтому да, пора бежать. Самое время рассказать, как и что было 3 года назад. Шу объединился с церковью, чтобы заполучить Кисару. Монашке было поручено поделить дьяволицу на 0. Жаль, она не учила хитрость Горемыки, особенно в делах потолочных. Посему план ГГ прошел без сучка и задоринки. Шарон, кстати, напала на грузовое судно, где припасена броня из тела демона. Вооружилась молодая по полной программе. Теперь даже численный перевес не страшен. Ура, ура. Кстати, автор держит зрителя за полного идиота, поясняя каждый чих. Серьезные дяденьки в костюмах сидели и думали, зачем же монашки, невероятные силы, демоническая амуниция. Но вы не переживайте, чинуши обязательно додумаются, и все карты будут прямо перед носом зрителя. Сразу после невероятной резни с тентаклями между блондинкой и Кисарой. Розоволосую побили. Как хорошо, что Горемычный уже тут, как тут, готов отдать воспоминания, чтобы забафать любимую демонессу. Тут, кстати, момент был такой вполне себе, когда Кисара начала спрашивать, мол, кто она для ГГ, чего он хочет, почему он обращается с ней как с вещью. Проблема в том, что момент был. Никакого развития умные мысли не получили. Кисара оказалась быстрее, причем настолько, что одним взмахом поделила надоедливую святошу. А дальше начинается невероятная духота в виде расследования, кто же такой этот самый гадкий информатор, дергающий за ниточки. К слову, цель поиска просто пешка некоего Асмодея, стоящего за всеми бедами и катастрофами. За информацию спасибо служанке. Также в ходе разбирательств помер тот самый красивый следователь. Печально, жалко, погрустили и хватит. Пора знакомиться с начальником полиции. Им оказался, кто вы думали, очередной ребенок. Ура, ура, мальчик, ну реальный шиз. Только больному придет в голову организовать тотальный контроль за всеми островитянами. Благо это дало свои результаты. На одну из записей ГГ увидел знакомое лицо. Оказывается, Майлз предатель. Ужас! Как он посмел? Мужик был Горемыки как отец. Ай-яй-яй-яй. Здоровяку должно быть стыдно за свое недостойное поведение. Внимание! Анекдот. Шел как-то Геродот по полю, шел и вдруг споткнулся, пол памяти потерял. Зато вспомнил о Сократе, товарищи и братья. Дай, думаю, схожу к нему. Он-то поди при уму. Пришел спрашивать, мол, кто я? Не знаю, ответил по обыкновению философ. Афроамериканца выдала необычная татушка на руке и чрезмерная оперативность во время появления демонов. Майлз оказывался первым на месте событий. Да и в демоническом отделе подтвердили, что все сходится, да, все правда. Что за отдел, спросите вы? Вас не должно волновать, отвечу я. Потому что в душе не знаю, что у них там по иерархии. Подано все максимально скомканно. Важнее расстановки сил только попытка главы полиции отстранить Шу от деления сводного родственника. Типа великодушный, негоже делить второго отца. На самом же деле Белобрысик не хочет раскрытия неприятных подробностей. Шеф в курсе про всю ситуацию с семьей ГГ. Знает правду, паскуда. А рассказывать не хочет. Знаете, кто еще знает правду? Майлз. Вот такое 2+2. Спасибо.
спасибо маме Синевласке за очередное разжевывание. Что бы мы без нее делали? Все пошло не совсем по методичке. Для раскрытия всего и вся Майлса пришлось поделить, дабы прочитать воспоминания о делах минувших. У добряка Добрячного даже была мотивация мутить гнилости. Больная дочь, которую спасти могло только чудо. Такая благодать пришла в виде Асмодея, матери Шу, которая помимо Горемыки опекала еще и Канну, являющуюся наполовину демоном. Девочка должна была соединить мир демонов и людей воедино, типа токийский гуль. Поняли? Мать, значит, приступила к активным действиям в первой мире шахте по добыче аргониума, который состоит из частей демонов, из негативного отделения бати. Казалось бы, все, надежды нет, скоро начнется тотальный Армагеддон, но нет, папаня подложил огромную свинью напоследок. Миллион бим по периметру шахты. Всех завалило, за исключением Шу. За такое чудесное спасение стоит благодарить Майлса и его прекрасную реакцию. Если что, Асмодею не было дела до жизни сыночка. Шу это... приемный. Главное, что все, за исключением злого злыдня на Майлсе, живы и здоровы. Кстати, покойного было бы реально жалко при наличии у него экранного времени. Его в тайтле показали от силы раза 2. Но вы не расслабляйтесь, вот вам еще лорной информации. После инцидента со смешным бабахом, шахту, где все происходило, не просто запечатали, но и передвинули подальше от города. Как? Никак. Сам остров передвинули. Подальше от места событий. Интересно, почему у других стран не возникло вопросов насчет смены дислокации целого островного государства. Ну, да ладно. Важно то, что Асмодей собирается использовать Канну как врата для призыва полчищ демонов. Типа будет выстраивать коммуникации с людьми, ведь по словам монашки, главная тварь спит и видит мир, где демоны и люди ладят друг с другом. Методы достижения цели, конечно, странные. Видимо, умом этот тайтл не понять. Ну, да ладно. Главное, что Кисара уже направляется прямиком к месту событий, дабы спасти сестру Горемычного. Розоволосая, представляете, стала доброй, адекватной и любящей женщиной. Решила закончить все в соло, без подпитки воспоминаниями, потому что еще немного и Шу овощнется. Ура, ура. Правительство, к слову, не в восторге, что охотники докопались до правды. Если Канна пробудится, то будет вообще не до шуток, и тогда придется отвечать за весь лживый базар. Поэтому пора запускать 50-летнее орбитальное оружие, которое вносит ровно 0 урона. Поздно спохватились, не успели, Асмодей уже пробудилась, лезет из бедняжки на младшей сестре. Одним словом, гниль, двумя, Биба и Боба на монашке с демонессой не справляются с такой мощной мощью. Ко всему происходящему еще и Канна подключилась со своим модным синим копьем Лангиния. Сестра сильная, капец, розоволосую поделила с полтышка. К счастью, орбитальный залп смог вырубить машину смерти на некоторое время. Теперь у героев есть пара дней на небольшую передышку и разработку плана. Кисаре прилетела не на шутку, поэтому знаете что? Правильно, раздражение контракта. Молодая дала Шу все свои воспоминания, потому что демонесса искренне его любит. Такие дела, типа личностный рост, отход от маниакального желания быть одной единственной. Ничего не скажешь, умница. Жаль, теперь не помнит, кто ненаглядный вообще такой. Фатальная драма, я плакал. Отвечаю, всем грустно. Даже Андрею. Кто такой Андрей? Доброе утро! Ура! Канна проснулась и с нулевой начала все ломать, крушить, за исключением вояк и бронетехники. Получается, целью сестры стала Аяна. Расскажу, почему так. Все 12 лет заточения Канна наблюдала за развратной жизнью Шу, поэтому теперь всяким бабам, которые лезли к братику, не поздоровится. Бедная девочка. Шу, кстати, тоже сражается, дерется, даже Аяна спас. На этот раз без Кисары, а на того, не в ресурсе. Ничего не помнит, не знает, превратилась из машины смерти в обычную девочку. Помянем. Ее появлением в пылу сражения. Розоволосая прочла послание, оставленное прошлой Кисарой, а там написано сражаться и драться вместе с Горемычным. Поэтому да, победа. В этот раз никто воспоминания не крал, ребятки просто поцеловались. Молодцы! К слову, Канна выжила и освободилась от гнета Асмодея. Ныне делит жилплощадь с шизами. Каково Шу живется с двумя сильнейшими демонами, мы узнаем во втором сезоне Духоты. Если он выйдет, конечно. Основная проблема тайтла в том, что он делает ставку на детективную составляющую, которая выполнена из рук вон плохо. Все расследования проходят в 2 этапа. 5 минут побегушек по городу, какие-то челы разжевывают произошедшее. Лучше бы про мир подробнее рассказали, было бы лучше. Градус шизы к концу вообще доходит до каких-то неумолимых масштабов, когда персонажи в диалоге тупо рассказывают сюжет, вместо того, чтобы его показывать. Автор аниме, гений, пытается лишить меня работы. Честно говоря, я был крайне негативно настроен к этому тайтлу, но все не так плохо, графон вполне себе приятный, и девочки красивые, любителям эти должно понравиться. И еще из плюсов, во время написания сценария у меня скакануло давление, и я стал ближе к смерти. Ладно, все я вру, не аниме, а кал. С моральным уродом на главном герое. Чел ежесекундно бегает по бабам и вертит людьми как игрушками. Осуждаю. Не будьте как Горемычные. Пока.